Друзья мои, всем привет! Сегодня снова делаю кремовую красоту для одной из моих самых любимых заказчиц. Тортик диаметром 24 сантиметра, бисквит внутри с корицей, крем в прослоечке барбарисовый. Высота торта примерно получается 10 сантиметров. Украшаю я торт белково-заварным кремом, рецепт есть у меня на канале. Такой торт в среднем получается у меня весом 2,5 килограмма. Для украшения такого торта мне понадобится крема, сваренного на 6 белков. Как выровнять белково-заварной крем на торте, также видео можно посмотреть на канале. Ну и подсказочку я оставлю в видео. Если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Для оформления этого торта мне потребуется сделать разметку. Делать я ее буду при помощи шпажки. Делить боковую часть торта буду на 8 равных частей. Для этого я делаю разметки по боковой части друг напротив друга. И затем каждую половиночку еще делю пополам. Таким образом у меня боковая часть торта разделена на 8 частей. Проведу еще вот такие линии. Они у меня в дальнейшем задекорируются, и их не будет видно. Но они мне понадобятся для того, чтобы сделать более равномерный рисунок на торте. Торту буду окрашивать боковую часть, там, где она стыкуется с подложкой. Для этого пищевой краситель фирмы Топ Продукт, цвет турецкая роза, развела с водой, снимаю пробу на листочке и при помощи аэрографа распыляю на торт. Начинаю с самого низа и постепенно поднимаю все выше и выше. Ну, примерно смотрю, чтобы краска у меня распылилась на 1/3 от боковой части. Прокрашиваю в несколько этапов, чтобы краска легла ровным слоем на торт. И везде была примерно одинаково распределена. Теперь мне снова понадобится шпажка. И между вертикальными размеченными линиями сделаю небольшие полукруги. Они у меня примерно заходят на треть верхней боковой части торта. Над этими полукругами будет располагаться рисунок. Для его нанесения мне понадобится насадка с отверстием на выходе 1 мм и белково-заварной крем белого цвета. Перед тем, как наносить рисунок, крем нужно хорошо вымешать, для того, чтобы крем выходил из отверстия ровно и не рвался. И при этом сами кремовые ниточки будут более эластичные. Рисунок наношу по форме полукруга и стараюсь не заходить за очерченные шпажкой линии. Теперь мне понадобится насадка роза на выходе 1 сантиметр. Ей я буду делать бордюр по подложке. Каждый элемент бордюра будет располагаться от одной разметки до другой. И в середине между разметками рюша у бордюра будет самая толстая. То есть я ее делаю, начиная от маленькой волны и постепенно эти волны к середине увеличиваю. И получается бордюр к середине расширяется и затем снова сужается.
Поменяю насадку на открытую звезду на выходе 5 миллиметров. И весь остальной декор торта я буду делать этой насадкой. По нижнему бордюру из рюш сделаю волнистую линию. Она у меня будет одинаковой ширины. И эту линию я стараюсь делать непрерывно, пока не дойду до конца элемента. И только после этого насадку можно оторвать. Так волнистая линия будет более ровная, без разрывов. В местах, где торт разделен на сегменты, сделаю кремовую капельку. Таким образом задекорирую место стыка сегментов. Мне зачастую попадаются комментарии, в которых пишут зрители, что ни к чему декорировать подложку, но я так не считаю. Я считаю, что торт должен быть красивым и с верхней его части, и с боковой его части, и никто не заставляет клиентов есть крем с подложки. Я уже по боковой части торта делаю небольшие завитки, и они у меня скрыли всю разметку, которую я делала по боковой части торта. Осталось мне задекорировать верхнюю боковую часть торта, там, где у меня расположен такой волнистый рисунок, кучеряшки такие. И вот сделаю вот такую просто дугу. Насадку я использую всю ту же самую. Это насадка открытая звезда 5 миллиметров. И сделаю еще такую же дугу, чтобы рисунок у меня стал более объемным. И задекорирую торт по углу 90 градусов. Буду делать мой любимый элемент. Это 3 завитка и прямая линия. Такие завитки я делаю в одну сторону и затем в другую сторону. Элемент этот постоянно повторяющийся. И чтобы количество завитков было одинаковое везде, можно применить счет. То есть завиточки просчитать. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И 1, 2, 3. Когда я считаю, я никогда не ошибаюсь тем количеством завитков, которое мне нужно сделать. Вот теперь у меня тортик подготовленный, и можно переходить к изготовлению цветов. Мне понадобится насадка роза номер 128 на выходе 2,5 сантиметра. Буду ей делать розы. Белково-заварной крем я окрасила 2 цветами. Это цвет розовый и цвет красный фирмы Топ Продукт. Для розочки делаю кремовую основу. То есть вот такой конус. И вокруг этого конуса отсаживаю 3 лепестка. Конус у меня обязательно закрытый в центре, чтобы он создавал впечатление закрытого бутона. Вторым рядом отсаживаю 5-6 лепестков. Лепестки у розы делаются внахлёст. И количество, которое нужно сделать, я смотрю, исходя из того, как смотрится розочка сверху, напоминает ли она круг. Если 5 лепестков недостаточно, то отсаживаю и 6. И по такому же принципу делаю следующие ряды. Теперь мне нужно розочку оживить. Для этого я возьму насадку и немножко в серединке каждый лепесточек потрогаю для того, чтобы у меня образовался такой небольшой острый кончик. Лепесточки за счет этого становятся более волнистыми и более натуральными. Розочку можно затонировать. Я буду использовать красный порошковый краситель, а также можно использовать розовый или коричневый краситель.
Готовый цветок можно переносить на торт. Для этого на торт я обязательно делаю кремовую основу для цветка, чтобы цветочек у меня располагался под углом. Эти три цветка розы у меня будут основными цветами, и между ними будут располагаться тюльпаны. Немного решила сместить розочку, и для тюльпанов буду использовать вот такую насадку. Белково-заварной крем окрашивала красителем розовый леденец. Красителя использовала совсем немного, чтобы получился очень нежный оттенок. И тюльпанчики отсаживаю в произвольном порядке. Как видите, тюльпанчик получился немного неудачным. Я его уберу и на его месте сделаю новый цветок. Тюльпан получился таким слипшимся, это потому что я не досмотрела, и то место, с которого у меня выходит сам крем с насадки, было не очень чистое. То есть там остались от предыдущего цветка крем. То есть, чтобы получить красивые тюльпаны, нужно всегда следить, чтобы насадка была чистая, и там не оставались остатки белково-заварного крема. Можно даже насадку протирать после каждого цветка при помощи влажной тряпочки, либо салфетки. Для следующего ряда тюльпанов сделала кремовую основу, чтобы они у меня были чуть повыше, чем основание торта. И также отсаживаю следующие тюльпаны. У основания тюльпаны стараюсь хорошо посадить, чтобы они хорошо сцепились с основным кремом. И дальше уже аккуратненько вытягиваю кверху. Когда тюльпанчик сделан достаточной высоты, резким движением отрываю насадку от крема. Теперь возьму порошковый краситель розового цвета и каждому тюльпану затонирую серединку. Распыляю краситель строго в центр цветочка. Можно добавлять этому букету зелени. Для зелени буду использовать насадку 112 листик. Для того, чтобы сделать такой зеленый цвет, я использовала красители фирмы Топ Продукт зеленого цвета, желтого цвета и добавила немного коричневого. Добавлю зелень более темного цвета.
Для этого воспользуюсь насадкой «Открытая звезда» на выходе 5 мм. Чтобы цвет зелени был более темный, можно в остатки предыдущего белкового заварного крема зеленого цвета добавить цвет бирюзовый фирмы Топ Продукт. Мне очень нравится использовать такой прием на торте, как отсаживание зелени разного оттенка и разной по фактуре. Так торт получается более интересным, красочным и более сочным. И заключительным этапом я сделаю при помощи насадки с отверстием 2 мм. Крем у меня будет белого цвета, бусинки или горошинки, или какие-то фантазийные бутоны в разных местах этого букета. Если в кремовой бусине образуется острый краешек в том месте, где я отрываю насадку от крема, то в дальнейшем этот краешек можно убрать при помощи влажной кисточки или слегка пригладить мастихином. Давно я уже не делала тюльпаны на торте и очень соскучилась по этим нежным и красивым цветам. Добавлю еще кремовых бусин по боковой части торта, чтобы все бордюры имели законченный вид. На такой торт прям напрашиваются вафельные бабочки. И работу с тортом я закончу. Вам предлагаю посмотреть на окончательный результат. До новых встреч. Всем пока-пока.